Пришла очередная посылка из Amazon. Смотрим. Вот, кстати, вот эта партия очень хорошо упакована. Предыдущая была прям вся смята. Заказала на игрушки Ернар джинс. Вот такого вот молочненького цвета. Хорошо упакована. И заказала диванные подушки, чтобы связать на них чехлы. Ну, достаточно тяжеленькая коробочка. Тут две подушки 50 на 50. Давайте посмотрим. И они вот так вот в вакуум. Все сжаты. Заказывала я такие нормальные, хорошие подушки 50 на 50. Не с таким ужасным наполнителем, который там 2 раза на ней полежишь, и все, короче, с подушкой там уже печаль, беда становится. А такие прям хорошенькие. Сейчас мы распечатаем их из вакуума и посмотрим. В августе месяце я вязала просто не переставая, и у меня было какое-то супер вдохновение на все, поэтому давно я такого не ощущала, особенно последние месяцы в Маниле, потому что все равно вот эти вот внешние факторы, они сказываются каким-то образом, и ты уже не можешь, как бы не хотел, работать с той же продуктивностью, с теми же горящими глазами, и уже в тот момент расставляешь определенные приоритеты, и в тот момент у нас был приоритет, это, соответственно, покинуть страну Филиппины и благополучно переехать в Америку и уже здесь обжиться, вот эти вот первые месяцы, такое вот устаканиться, чтобы они вот как раз-таки устаканились, и когда вот эти моменты, они проходят, потом начинается такое умиротворение, и вот как раз-таки вот в эти моменты, пики умиротворения ты начинаешь, к тебе приходит вот этот вот гений вдохновения, он тебя посещает все больше и больше. И вот в августе месяце так получилось, что я одно изделие за другим вязала. И я не так давно выкладывала видео по поводу того, что делать с квадратами, с кардиганом из квадратов, потому что я ожидала одного, получилось немного другое, потом я все-таки оставила этот момент до лучшего времени. И вот в августе месяце, буквально там после того, как я выпустила видео, я просыпаюсь, и у меня безумное желание, все в голове, картина сложилась, пазл сложился, и я поняла, как я хочу, как это будет, и я просто в каком-то бешеном ритме начала это все делать. Я это все транслировала в Telegram, сразу вот эти вот все фотографии своих соединений. Первая неделя после дня рождения, она всегда для себя. Вот. Во всех моментах, во всех фактах, это уже не первый год так, и это либо неделя, либо несколько дней, это может быть 2 недели, в зависимости от года. Поэтому вот сейчас это была неделька, и за эту недельку я просто спокойненько в таком вот режиме анализировала. И вот после дня рождения я собрала корзину на Amazon, полностью структурировала, что именно я хочу, для каких проектов мне нужна конкретная пряжа, какая это будет пряжа, а не так, что пряжа, давайте мне больше и больше. И я такое на самом деле не особо люблю. Я покупаю пряжу с запасом, потому что иногда такие бывают случаи, что
ты покупаешь пряжу под один проект, но потом каким-то образом мысль от этого проекта уходит. Например, хотел ты там связать футболку, но пока ты к этому шел, готовился, и пока ты готовился, шел, все, мысль ушла, идея ушла, и вот эта вот пряжа, эти материалы, они уже идут под другое изделие, и я плюс-минус всегда стараюсь с запасом купить, ну мало ли там я с размерами обсчиталась или еще что-то, поэтому вот это вот круто, особенно если ты, например, не купил с запасом пряжу, а потом тебе не хватило, и ты идешь докупаешь и попадаешь в другую партию, а там цвет отличается, потому что, ну, это же красят пряжу и так далее, и у тебя, например, зеленый уже какой-то не совсем зеленый, а какой-нибудь, я не знаю, ну, отличаются оттенки, или там, например, ты покупал до этого розовый, и артикул этой пряжи один и тот же, но из-за того, что это разная партия, разный лот, они прям пишут на пряжах, на этикетке пряжи какой-то лот. Поэтому я всегда стараюсь ну, купить чуть-чуть с запасом. Особенно если это какое-то большое изделие. Поэтому вот, это вот такая вот неделька после дня рождения, когда я анализировала все спокойненько, собирала корзину на Amazon и уже рационально абсолютно заказывала то, что мне необходимо. Что я связала за август? Начнем с того, что я связала цветочный топ, и это вообще какой-то безумный топ, я уже о нем рассказывала, я очень им довольна, оно мне очень, само изделие нравится, и я начала буквально 2 дня назад, вот за 2 вечера я связала перед из Alize Diva, но это была спонтанная такая. Я, в принципе, думала об этом, но все равно это более-менее такое спонтанное решение связать второй такой же топ, только чуть длиннее, и связать его из Alize Diva. Почему я решила связать из Alize Diva? Это потому что вот из этого моточка, из беленького такого молочного, я начинала пробовать узоры, смотрела, как пряжа ложится в узоры, как она вообще выглядит и так далее. И этот весь моточек, он такой прям немножко подраспутался, подраспустился, и это не хлопок, это не пряжа, которая, ну, более такая плотная, да, в мотке, она прям, вот Alize Diva, она прям вся расплылась, как желешка, и я понимаю, что если сейчас я этот моточек никуда не применю, я потом просто его не распутаю, а моталки, вот, чтобы перематывать, у меня нет, и, в принципе, такой прям надобности, я не покупаю пасмы, поэтому вот на данный период времени у меня нет такой надобности, вообще абсолютно нет. Поэтому я решила, что нужно быстренько применить. Вот я буквально там за 2 вечера связала перед, но это еще не полный перед, потому что тут у меня будет 5 цветочков, а сейчас их 4,5. И вот, кстати, на 4,5 в высоту и 6 цветочков в ширину у меня хватило ровно одного моточка 100-граммового Alize Diva. Он такой вот тянущийся, достаточно интересные, как лежит в изделии. До этого я просто связала образец из одного цветочка и посмотрела, сколько вообще он будет в сантиметрах, чтобы мне примерно рассчитать изделие. Нужно было по-другому немножко рассчитывать. И, например, если в белли у меня было 4 цветочка по длине, да, в самом начальном, в самом начальной цепочке, то вот здесь у меня уже 6 цветочков. Поэтому вот такой вот момент. У меня была главная задача извязать моток. Я его извязала чуть попозже, чтобы довязать изделие вот до 5-го, да, и, соответственно, свяжу спинку и дальше рукава. Наверное, плюс-минус мне хватит 3 моточков, но у меня Alize Diva 4 моточка, 400 грамм, поэтому, может быть, там не только 300 уйдет грамм, может, чуть больше уйдет, поэтому посмотрим. Я начала так с конца. Что еще я навязала тут за август? Я начала экспериментировать с игрушками. Я взяла Alize Bella
я как раз заказывала белую пряжу перед переездом. И я думала, что как раз она пойдет там на небольшие такие игрушки. Но мне абсолютно не понравилось, как пряжа лежит в игрушках. Она достаточно хлюпенькая. Вот такой вот у меня мишка получился. И пряжа, она очень хлюпенькая, видите, дырчатый, несмотря на то, что я брала прям, супер маленький крючок, я не знаю уж куда меньше, либо нужно было в 2 нитки вязать, либо не знаю. Вот такой вот пробный вариант мишки у меня получился, он тоже такой милый, но он такой весь очень-очень-очень мягкий, вот, и дырчатый. И потом, после мишки, соответственно, я решила связать зайку, уже пряжу потолще. Из нее я вязала как раз такие чехлы на подушки в маниле и коврик с канзой, кто помнит, мастер-классы все есть на канале. И вот у меня такой вот зайка получился. И вот зайкой, например, я уже довольна, потому что настолько красиво легли все стежки, все столбики, и как хорошо получается все плотненько. Вот такой вот зайка, и связала ему вот такой вот джекет красивенький. Жакет я ему связала, такую вот курточку, связала ему из американской пряжи. Она у меня оставалась еще с манилы. Я тогда экспериментировала, заказывала разную пряжу. И это та пряжа хлопок и бамбук, которая безумно приятная на ощупь. Поэтому я решила попробовать, и вот такой вот классный вариант у меня получился. Зайкой, конечно, я очень довольна. Буду дальше экспериментировать с игрушками, работать над мордочкой. Вот. Теперь я понимаю плотность, например, свою именно в вязании игрушек. И именно в вязании не из плюшевой пряжи, потому что из плюшевой пряжи я уже вязала. Мне хотелось других игрушек, не из плюшевой пряжи, именно из хлопка, из шерсти, что-то вот чего-то такого я пока не могу объяснить, но вот когда я прям создам ту игрушку, которая прям вот есть в моей голове, вот эта вот идея сама пришла, я обязательно расскажу, почему вот как так, а не из плюшевой пряжи. Из плюшевой прикольно, но пока на данный период времени мне не хочется. Вот я уже пробовала, я уже вязала, это были зайки, у них были очень классные уши, мы подарили одной маленькой прекрасной девочке, поэтому сейчас у меня в приоритете немножко другие игрушки, и хочется больше в них искусства, жизни, чтобы они чем-то отличались, чтобы, не знаю, как это объяснить, но я обязательно покажу то, что я хочу в жизни воплотить, да, как-то играться с этими игрушками, соответственно, с одеждой и так далее, и хочется какой-то вот этот вот свой мир создать из игрушек. Поэтому смотрим дальше, учимся, и я обязательно покажу то, что у меня будет получаться, и рассказывать. И, соответственно, чтобы больше углубиться в вязание игрушек, я также пошла на Amazon смотреть книги, потому что на русскоязычной платформе, я помню, я смотрела, не такой большой ассортимент. И я вот уже как раз-таки говорю, что вязать такие же игрушки из плюшевой пряжи мне пока не хочется. Я уже это делала, мне хочется чего-то нового. И когда я залезла на Amazon, я просто там это для меня был сундук, клад какой-то, когда я все эти книги увидела по вязанию игрушек, и каких там только нет. И мне хочется вязать, мне хочется пробовать, добавлять что-то свое и так далее. И вот первая книга, которая ко мне уже приехала, вторая еще не доехала, она придет где-то только в конце сентября, поэтому я уже в следующих видео ее покажу. Это вот такая вот очень красивая книга. Как эстет я
очень довольна, потому что она в таких пастельных тонах, какие-то такие вот, не знаю, вот ее прям очень она уютная, очень она не... Некоторые книги мы сейчас возле дивана тут собрали, чтобы они были на виду вместе с Эйфелевой башней, со свечой. Это очень красиво, эстетично, и хочется как-то вот этим вот наполнять как раз-таки. Вторая книга, она тоже пройдет на английском языке, и я, в принципе, думаю, что ближайшие видео, которые будут о книгах, они все будут только на английском или на каком-то другом иностранном языке, такие как французский или испанский. Наверное, французские книги тут по вязанию не будут такие популярные, потому что это все-таки Америка, и, наверное, все-таки здесь будут больше либо английские, либо испанские. Ну, посмотрим. Но мне очень нравится, как все оформлено, как она сама по себе вот такая вот небольшая, она маленькая, но она достаточно толстенькая. Вот. И здесь 15 описаний на вот таких вот разных плюшек. Такие вот, они прикольные. Это то, что касается игрушек. И вот 2 игрушки за август я как раз-таки связала, что вообще просто супер классно. Вяжутся они очень быстро, легко, и я долго только смогу сидеть с мордочкой, но, наверное, это пока, потому что у меня не так набита рука. То, что я как раз хочу сейчас и прокачать. Некоторые книги просто у меня вот как раз-таки вот этот вот клозет, это вот нижние полки, они как раз-таки... Я тут организовала себе такой вот творческий уголок. Как раз это все не на виду, у меня нигде там не валяется пряжа. Вот сейчас, насколько я могла, я ее структурировала, но у меня еще есть какие-то свои идейки в этом, поэтому это еще не законченный вариант. Я буду еще это обновлять и обновлять, поэтому покажу вам сейчас, как я там все устроила, и потом, как я это все обновлю, я тоже покажу. Так, ну что, вот шкаф, и вот как раз-таки последние там 3-4 полочки я как раз такой свой уголочек сделала. Ну, из того, что есть, то и сделала. Вот здесь у меня как раз-таки большинство пряжи, которая приехала со мной из Манилы. Это вот та самая пряжа, которая Milk Cotton, из которой я вязала в Маниле, и она супер бюджетная и достаточно классная, мне нравится. А это уже мы здесь заказывали. Это шнур полипропилен. Вот. Я как раз его хочу потом сравнить с полиэфирным шнуром, как оно вообще в носке будет и так далее. И здесь у меня от Caramel Baby вот эти вот 2 белых моточка, они как раз со мной остались. Я их очень берегу. Вот. Все никак не решусь из них что-то связать, потому что их всего 2, и они мне очень нравятся. Но у меня свои планы на них пока, поэтому чуть-чуть попозже. Следующая полочка у меня вот эта. И здесь у меня вот такая вот корзина, она периодически кочует у меня с, там, не знаю, с дивана, с кровати. Вот сюда я просто убираю, чтобы ее не было видно, не было какого-то визуального такого шума. И обратно, поэтому она у меня такая ходовая самая. И здесь в основном всегда лежит какой-то проект и пряжа под данный проект. Вот. Смотрим дальше. Здесь у меня вся пряжа, которая переехала со мной из Манилы, и в принципе я планировала вот этой вот корзины, я планировала, что я не буду вот здесь сверху ничего накладывать, чтобы я просто вот подтянула ее с вот этой вот полочки и взяла пряжу. Но так как у меня пока не хватает вот таких вот корзин, я вот эту пряжу просто сверху положила. Здесь у меня, если мы не берем сейчас вот эту пряжу, здесь у меня в основном что-то начато и то, что я заказывала в Маниле. Это вся пряжа, которая заказана в Маниле, кроме джутового шнура.
шпагата. Он приехал с нами из России. Вот. Вот это как раз-таки американская пряжа, я тогда пробовала. Здесь остатки вот как раз-таки Alize Diva с моего топа. Здесь я делала образец цветочка из Беллы белой. И вот такой вот уже начатый, распакованный Milk Cotton. И какие-то вот такие, которые я еще не начинала. Я буквально там пробовала, потому что пряжи в Маниле не так много было. И какая-то местная пряжа, она достаточно очень бюджетная, я ее брала. Но не скажу, что она прям очень классная. Ну, такая, пойдет. Вот. Из всей местной пряжи мне вот нравилось вот это. Ну, вот этот вот Milk Cotton, который как раз-таки все неоткрытые клубочки в предыдущем ящичке. Поэтому здесь, в принципе, все лежит вот так. И оно лежало, пока вот новая пряжа ко мне не пришла. И салфеточки я как раз-таки вязала из вот этой вот пряжи. Это хлопковый шнур 2 миллиметра. Вот такой он круглого сечения, 2 миллиметра. И у меня еще есть белый такой шнур. И вот один серенький остался, как раз еще под салфеточку и под корзиночку мне хватит. Рафия и в принципе все. Вот такие вот клубочки. Вот из этой пряжи как раз-таки вот эта вот американская пряжа, которая хлопок плюс бамбук, очень-очень мягкая, из которой вот жакет для моего зайки связан. Очень классная. Все это, кроме Ернард джинс, приехало со мной из Манилы. И предыдущий ящичек тоже мы приехали из Манилы. Потому что там было дешевле что-то заказывать, поэтому мы уже взяли, чтобы мне на первое время здесь было точно что вязать, и мы уже не заказывали тут какие-то большие. Соответственно, вот у меня еще 2 закрытых и третий вот как раз-таки в золотой корзиночке, из которого я образец вязала для топа. Поэтому на топ с рукавами мне 100% хватит. Зеленой пряжи у меня 2 моточка с половинкой. Это будет под другое изделие. И вот у меня остался буквально 1 моточек Беллы, и тут немножко. Это как раз-таки то, что осталось от 4 моточков после пробы Мишки и после того, как я начала по-другому вязать свой кардиган из квадратов. Сюда же пошел Ернард джинс, который пришел совсем недавно. Я заказала 4 моточка вот такого вот бежевого цвета. Почему-то он некрасивый какой-то цвет передает на экране. Ну, он просто бежевый. Бежевый цвет. Это я под игрушки, но я буду вязать в 2 нити. Тоже под Мишку взяла, но буду вязать в 2 нити. Так, поехали разбираться с золотой корзиной. Она мне очень нравится. Она тоже с нами приехала. Я буквально там за 3 копейки на самом деле заказывала ее. Поэтому грех было не забрать. Потому что здесь она была бы намного дороже, а она классная. И вмещалась в наш чемодан. Так, это вот как раз-таки новый моточек Дивы, и вот то, что я вязала образец, замеряла его, и так как Дива, в принципе, используется там для купальников, какой-то летней пряжи, летних изделий из этой пряжи, поэтому она, в принципе, ничего с ней не происходит, она после ВТО никак себя там супер по-другому не ведет, поэтому я спокойненько вяжу. Дальше, здесь я сложила уже под новый проект. У меня была задача довязать 1 моточек из вот этой вот пряжи, извязать его полностью, то, что я как раз-таки за предыдущие 2 вечерочка и сделала. Что у меня здесь? У меня здесь Газал, мой любимый. Это одна из любимых пряж.
И мы заказали белый и красный. Вот. Тут я уже распаковала, уже все потрогала, уже посмотрела. Короче, довольна. И вот на дне, просто вот я как раз таки сказала, что Ернар джинс, который молочного оттенка, пришел прям хорошо упакованный. Этот пришел весь такой сжатый, такой какой-то сплюснутый. Но это ничего страшного, поэтому я из-за этого низкие оценки, знаете, не ставлю продавцам, потому что для меня ничего такого сверхъестественного, потому что это не на подарок никуда, это вот чисто для своего пользования. Тут я сразу приготовила два моточка там в предыдущей корзинке, они пока новенькие, не распакованные, а здесь я уже сняла вот эти штучки и буду тут вязать одним вечером мишку, протещу эту пряжу. Не скажу, что Ернард, хотя его прям многие почему-то рекламируют, особенно там под игрушки или еще что-то. Не знаю почему, посмотрим, как она вообще будет смотреться. Вот. Она, конечно, выгоднее Газала, но я не скажу, что прям выгоднее, по крайней мере, здесь на Amazon. Не особо, знаете, разница значительная. Вот. Но я всегда помню в магазинах в России выбирала Газал, потому что мне просто, не знаю, не особо нравилось, как выглядит пряжа Ернард. Вот. Но как она будет выглядеть уже в самой игрушке, мне будет интересно. Поэтому я сейчас тестирую разные пряжи, буду пробовать, смотреть. Белая и красная пряжа — это я взяла на проект для рубашки. Вот, я буквально на днях уже начну вязать рубашку мужу, и затем после этого начну вязать себе рубашку. Вот такие вот моменты. И здесь, в принципе, я буду, по крайней мере, я планирую под проекты. Тут всегда будет пряжа под проект и сам проект. Вот, поэтому сейчас я закончу с вот этой пряжей, да, с цветочками. Затем с мишкой закончу и уже с спокойной душой приступлю к большому проекту, к рубашке. Вот. И, соответственно, тут пряжа поредеет. Вот. Также я заказала вот такой вот набор иголочек всяких разных, чтобы, как раз-таки вот с мордочками играться и заправлять ниточки у игрушек. Здесь у меня счетчик рядов, это вообще супер вещь, и счетчик рядов мне тогда бабушка дарила вместе с первым крючком тюлип, вот, поэтому вообще супер вещь, и она не супер дорогая, поэтому если вы до сих пор думаете, нужна она ли вам или нет, и когда-то в рядах вы теряетесь, то я предпочитаю не держать все в голове, потому что лишний раз действительно не держать все в голове. Вот, поэтому можно приобрести такую штуку, и она классно считает ряды, особенно когда вяжешь игрушки или где нужен прям постоянный счет. Здесь у меня набор ниток, иголок, просто такой а-ля походный швейный набор. Это флешки для записи видосиков. И вот такой вот набор у меня еще есть, кнопочек. Я их специально заказала для чехлов для подушек. Вот как раз таки сейчас пришли 2 подушки диванные, и я на них планирую вязать чехлы. И вот как раз эти кнопочки пригодятся. И вот 3-я полочка. Поэтому не так уж и много. Вот, у меня нет тут каких-то шкафов с безумным количеством пряжи. А вот это кейс, это вообще под наушники. И вот здесь все под камеру, соответственно, тут другие объективы. И, в принципе, все то, что касается вот техники, камеры и так далее. Все там, какие-то штативчики, батареечки, петлички. Все, короче, хранится там. Здесь у меня просто всякие такие моменты, типа пенальчика, моей кошелечка,
такого, знаете, походного. И вот 2 крючка от Тюлип, которые я заказывала недавно, тоже пришел с Амазона, 2 миллиметра и 2,75. Мне как раз не хватало маленьких крючочков, и я вот дозаказала 2 штучки. Тут камера вторая, ей я фотографирую, ей я снимаю мастер-классы, потому что тут можно менять объективы. Вот. И вот еще пряжа. Она пока так лежит, и там в конце у меня книги, тетради, блокноты и так далее. Это та же самая пряжа, как и вот это, просто я распаковала. Это осталось еще для второй рубашки, ну и плюс там для первой то, что не хватит. Вот, я как раз с запасом же все покупаю, поэтому как раз по моим прикидкам должно хватить на 2 рубашки вот этой вот всей пряжи. И вот такая вот у меня пряжа. Это ассорти такое 25-граммовое, и получается тут одного цвета 50 грамм, потому что 2 клубочка по одному цвету. Как раз я это тоже брала на игрушки. Вот эти вообще мои какие-то классные такие цвета. И плюс из таких моментов можно посмотреть сразу номер артикул, чтобы заказать, например, больше, или XL-ку заказать, например. И все. И вот здесь у меня моя проектная сумка. Я уже ее показывала, мне ее сшила мама. И вот так она со мной ездит. Здесь у меня как раз такие всякие штуки. Мешочки тоже от моей мамы. Здесь у меня пряжа. Я тут буквально недавно вязала такой вот образец. Смотрела, как в этой пряже смотрится данный узор, ну и так далее. И тут, в принципе, то, что я вот сейчас беру повязать, вот здесь как раз-таки с мастер-класса на ноутбук, на чехол для ноутбука. Вот. И тут вот такие вот полуизделия, можно это так назвать, которые тестируются и которые, например, я пока не распустила и не отправила их в те коробочки. Я наткнулась на нее буквально случайно на Литресе, когда я смотрела разные книги по вязанию. И буквально абсолютно случайно наткнулась на эту книгу. Она была в аудиоформате, она и есть до сих пор там в аудиоформате. И я по подписке ее вот сейчас слушаю, и я прослушала половину, и это просто что-то невероятное. Мне кажется, что вот эту половину уже на этот момент многим творческим людям надо действительно послушать, если у вас, например, что-то застопорилось, вы чего-то боитесь или еще что-нибудь, поэтому она просто божественная какая-то. Она реально классный автор. Ее многие, мне кажется, знают еще с бестселлера. У нее есть бестселлер «Ешь, молись, люби». Ну, мне кажется, об этом уже знают абсолютно все. И многие, наверное, даже смотрели фильм с Джулией Робертс, а может, наоборот, посмотрели фильм, а только потом узнали про книгу. Поэтому это как раз-таки и есть этот автор, который написал книгу «Большое волшебство».